Привет, друзья! В Германии снова заговорили о теме, которая у многих вызывает сильную реакцию – о повышении пенсионного возраста. И если раньше планка в 67 лет казалась пределом, то сейчас всерьез обсуждается идея повышения до 70 лет. Социальные организации уже выступают с резкой критикой, и их позицию можно понять. Давайте разберем, почему немецкий пенсионный механизм начал давать сбои. Главная причина сегодня – это демографическое изменение. Раньше на одного пенсионера приходилось около 4 работающих, а в ближайшие годы это соотношение может снизиться примерно до 2. Финансовая нагрузка на систему растет, а дополнительное давление создает ситуация на рынке труда. Поступление взносов увеличивается не так быстро, как сами расходы. Власти уже все чаще признают серьезность этой проблемы. Правительство Фридриха Мерца даже создало специальную комиссию, которая должна предложить варианты стабилизации системы. И среди обсуждаемых мер именно звучит та самая цифра – 70. Посмотрите, что происходит. Политики из ХДС, ХСС постепенно поднимают этот вопрос в публичной дискуссии, а министр экономики Катарина Райхе прямо заявила о необходимости его обсуждения. Если сравнивать с другими странами Европейского Союза, Германия также рассматривает варианты повышения пенсионного возраста. Для примера, во Франции попытка поднять возраст до 64 лет вызвала масштабные протесты, а в Германии тема повышения до 70 лет только начинает активно обсуждаться. Но есть один важный нюанс, который вызывает сомнения у многих экспертов. Если посмотреть на статистику, официальный возраст выхода на пенсию постепенно приближается к 67 годам. Однако фактически люди в среднем заканчивают работать около 64,4 года. То есть между нормативом и реальностью существует заметный разрыв. Причины разные – это состояние здоровья, условия труда и накопленная нагрузка. Получается непростая ситуация. Обсуждается повышение возраста аж до 70 лет, в то время как значительная часть людей уже сейчас не дорабатывает до установленного порога. В таких условиях многие опасаются, что изменения могут привести к снижению итоговых выплат для тех, кто вынужден уходить все-таки раньше установленного срока. Естественно, такие планы вызвали сильную волну критики. Йохим Рок из Паритетного благотворительного союза высказался достаточно резко. Идея с 70 годами выглядит скорее оторванной от реальности. Посмотрите на строителей, медсестер или водителей грузовиков. Вы реально представляете их на рабочем месте в 70? Для многих профессий это крайне сложно как физически, так и психологически. И вот тут мы подходим с вами к самому чувствительному вопросу – к деньгам. Средняя пенсия в Германии сейчас находится в районе 1100 евро. Для страны с такой стоимостью жизни это довольно скромный уровень. Критики реформы предупреждают, если же планку поднимут до 70, это может привести к снижению итоговых выплат для тех, кто будет вынужден уходить раньше. Те, кто по состоянию здоровья завершит свою трудовую деятельность досрочно, а таких, я напомню, немало, столкнутся с ощутимыми вычетами из пенсии. В итоге люди с большим стажем рискуют получить существенно меньшие выплаты. Давайте честно разберем, почему идея работать как можно дольше вызывает столько вопросов. Есть 4 причины, на которые эксперты обращают особое внимание. Первое. Здоровье. Далеко не все могут сохранять работоспособность до 70 лет без серьезных ограничений по здоровью. Для многих это вопрос физической возможности. Второе. Разрыв с реальностью. Как я уже говорил, сейчас средний фактический возраст выхода на пенсию около 64 лет. Разница между нормой и реальной ситуацией может еще больше увеличиться. Третье. Возрастной барьер. Найти работу, вы знаете, в Германии после 55 лет становится сложнее. Даже при большом опыте работодатели часто делают выбор в пользу именно более молодых сотрудников. И четвертое. Экономические риски. В период нестабильности именно возрастные сотрудники чаще сталкиваются с сокращениями. Им сложнее адаптироваться к новым требованиям рынка.
Президент Социального союза ФАО-ДК Верена Бентелли прямо отмечает, простое повышение пенсионного возраста само по себе не увеличит занятость. Вместо этого может вырасти число именно пожилых людей, которые окажутся вне рынка труда до выхода на пенсию. Если сравнивать с такими странами, как Дания или Нидерланды, где пенсионный возраст также связан с продолжительностью жизни, в Германии сегодня пока менее развиты механизмы поддержки и переобучения для людей старшего возраста. Поэтому дискуссия сводится к простому вопросу: как обеспечить возможность работать дольше, а не только требовать этого? Вместо того, чтобы просто ужесточать требования и подталкивать людей работать до более позднего возраста, эксперты предлагают пойти совершенно другим путем. И тут звучат здравые мысли, которые политики почему-то часто отодвигают на второй план. Во-первых, нужно вкладываться в профилактику и реабилитацию. Логика проста. Если государство хочет, чтобы человек работал дольше, важно поддерживать его здоровье на протяжении всей жизни. Сейчас в Германии нередко приходится работать уже с последствиями, когда человек уходит на пенсию по частичной потере трудоспособности. Во-вторых, нужны гибкие модели работы. Почему в той же Швейцарии пожилые сотрудники чувствуют себя увереннее? Да потому что там развит постепенный выход на пенсию. Можно сокращать рабочие часы, оставаясь в профессии, а не резко завершать свою карьеру. Социальный союз ФАО-ДК идет еще дальше и предлагает не снижать, а повышать уровень пенсий. Верена Бентелли считает, что только так можно укрепить доверие к системе. Сейчас многие молодые немцы, кстати, сомневаются, что в будущем смогут рассчитывать на стабильные выплаты. Чтобы укрепить эту общую кассу, обсуждается более широкий охват системы включения госслужащих и самозанятых. Сейчас эти группы участвуют в системе по отдельным правилам, однако их более активное включение могло бы существенно повлиять на устойчивость бюджета. Йоахим Рок напоминает, цель работы – обеспечить людям финансовую стабильность в пожилом возрасте, а не только сбалансировать бюджетные свои показатели. Пенсия должна поддерживать достойный уровень жизни. Да, демографическая ситуация в Германии, вы знаете, непростая. Население стареет и число работающих постепенно сокращается. Но это не тупиковая ситуация, нет. Эксперты указывают на два ключевых направления. Это привлечение квалифицированных специалистов из-за рубежа и вовлечение в рынок труда тех, кто сейчас по разным причинам не работает. При грамотной такой реализации этих мер давление на пенсионную систему можно существенно снизить. В итоге мы с вами видим два разных подхода. Один делает акцент на ужесточение условий, а другой на перестройке самой системы с учетом реальных возможностей людей. Какой путь выберет правительство Фридриха Мерца, станет ясно уже в ближайшее время. На этом с пенсионными спорами давайте закончим, впереди куда более масштабная картина. Результаты свежего исследования Мюнхенского института ИФА оказались не просто показательными, а вызвали серьезное обсуждение в политических кругах. Германия постепенно теряет статус экономического локомотива. И самое тревожное здесь не резкое падение, а постепенное затяжное замедление, я бы так это назвал. Статистика последних 6 лет показывает, ключевые показатели либо стагнируют, либо демонстрируют слабую динамику. Президент института Клеменс Фуэст отмечает, речь может идти не о краткосрочных каких-то колебаниях, а о более устойчивом тренде ослабления всей экономики Германии. С 2020 года немецкая модель, во многом опиравшаяся, вы знаете, на доступную энергию и экспорт в Китай, столкнулась сегодня с серьезными вызовами. В то время как экономика тех же Соединенных Штатов Америки на этот период выросла почти на 8%, а средний показатель по ЕС на 3,5%, Германия остается вблизи нулевого роста. Без структурных изменений страна рискует заметно уступить позиции другим развитым экономикам. В отчете сегодня выделяют 4 ключевых сигнала, которые вызывают обеспокоенность у экспертов. Первое. ВВП на душу населения.
Это показатель, который отражает уровень благосостояния на человека. В Германии его рост практически остановился, а с учетом инфляции наблюдается даже снижение реальных значений. Для сравнения, в Соединенных Штатах Америки ВВП на душу населения сейчас на 20-30% выше, чем в ФРГ. Второе – это уровень удовлетворенности жизнью. Этот показатель также не демонстрирует роста. Если, например, в 2010-х годах настроения были более оптимистичными, то сейчас индекс социального благополучия находится на более низких значениях. Это и влияет на потребительское поведение, то есть люди становятся осторожнее в своих расходах. Третье. Продолжительность жизни. Темпы ее роста в Германии замедлились по сравнению с рядом других стран. Например, Япония и Швейцария продолжают показывать более устойчивую динамику. Среди возможных причин называют нагрузку на систему здравоохранения и кадровый дефицит. И четвертое – это международная конкурентоспособность. За последние 10 лет Германия сместилась с 6 на 24 место в глобальных рейтингах. Основные вызовы – это уровень цифровизации, стоимость энергии и скорость внедрения новых технологий. Как поясняет Clemens Fuest, речь идет сегодня не просто о статистике, эти изменения могут напрямую отразиться на уровне жизни в будущем. Без экономического роста у государства будет меньше возможностей финансировать социальные свои обязательства, то есть пенсии, образование и инфраструктуру. Мы с вами наблюдаем не резкий какой-то кризис, а именно постепенное изменение экономической динамики, которое требует внимательного сегодня анализа и решений. Но, несмотря на все тревожные сигналы, важно понимать, Германия все еще очень богатая страна. Если сравнивать нас с партнерами по Большой Семерке G7, мы по-прежнему в числе лидеров по накопленному капиталу. Но эксперты ИФА предупреждают, именно это благосостояние и может играть против нас. Высокий стартовый уровень создает иллюзию безопасности и маскирует тот самый постепенный спад. Мы похожи на гигантский такой океанский лайнер, у которого ослабла тяга. Он все еще выглядит вроде бы мощно и движется по инерции, но маневренность уже снижается. Давайте разберем эту ситуацию. Анализ показывает классическую картину двух Германий. С одной стороны, у нас есть то, что все еще работает очень точно. Внутренняя конкуренция сохраняется, а на научные исследования и разработки страна тратит солидные 3,1 ВВП. Это выше среднего показателя по семерке. Мы также продолжаем инвестировать в знания и технологии будущего, особенно в экологическую политику и зеленую энергетику, где ФДР объективно выглядит сильнее многих соседей. Но, с другой стороны, есть три серьезные проблемы, которые постепенно ограничивают этот потенциал. Первое. Цифровое отставание. Здесь Германия часто оказывается в роли, скажем так, догоняющего. Пока Соединенные Штаты Америки и Китай делят рынок искусственного интеллекта и облачных решений внутри страны, до сих пор встречаются устаревшие процессы и медленный интернет в ряде регионов. Глобальные гиганты вроде Apple или Microsoft уже заняли сильные позиции, и немецким поставщикам софта становится все сложнее с ними конкурировать. Речь уже идет не только о самом удобстве, но и о технологической независимости. Второе. Проблемы в образовании. Социальная мобильность снижается. Если раньше, вы знаете, школы и университеты давали более равный шанс на продвижение, то сейчас многое сильнее зависит от стартовых условий. Проще говоря, человеку из семьи с низким доходом сегодня сложнее добиться карьерного роста, чем раньше. Образовательная система перегружена разными регуляциями и не всегда успевает за требованиями рынка. Третье. Бюджетная нагрузка. Государственные расходы остаются высокими, я вам об этом говорил. Даже после пандемии и энергетического кризиса бюджет испытывает давление, а уровень долга снижается медленно. Это ограничивает ту гибкость, у государства остается меньше возможностей для быстрого инвестирования в новые направления. В итоге формируется такой перекос. Страна активно инвестирует в науку, но в то же время сталкивается с трудностями при внедрении разработок из-за цифровых и административных барьеров.
Прошлые успехи все еще создают ощущение устойчивости, в то время как глобальные технологические компании меняют правила игры. Германия сейчас напоминает, вроде бы отличника, который начал меньше просто-напросто готовиться, рассчитывая на прежние результаты. И в текущих условиях такая стратегия все чаще дает сбой. Завершая разбор этого диагноза, назовем так, немецкой экономики, эксперты ИИФа указывают на две фундаментальные угрозы, которые накапливаются постепенно и могут проявиться с задержкой. И если с цифровыми проблемами еще можно работать через инвестиции, то здесь вопросы гораздо глубже. Первое. Это демографический тупик. Мы вошли в фазу стареющего общества. Суть проста. С каждым годом все меньше и меньше людей заняты в производстве и офисной работе, и на их плечи ложится содержание все большего числа пенсионеров. Это не просто вопрос налоговой нагрузки сегодня, это вопрос инноваций. Стареющее общество в среднем менее склонно к риску и прорывным идеям. В итоге экономика все чаще переключается в режим сохранения текущего уровня вместо активного его роста. Второй риск – это высокая зависимость от внешних рынков. Вы знаете, Германия – одна из самых открытых стран мира для торговли, и долгое время это было ключевым преимуществом. Но сейчас такая модель делает экономику более уязвимой. Подумайте сами, значительная часть импорта завязана на ограниченном числе стран-поставщиков. Особенно это касается энергоресурсов и критически важных компонентов для автопрома. То есть, любые сбои в Китае или напряженность на Ближнем Востоке отражаются сразу на немецкой промышленности сильнее, чем на многих других странах Европы. Именно эта зависимость формировалась десятилетиями, и теперь она повышает чувствительность экономики к внешним шокам. Авторы исследования не говорят о резком кризисе, нет, черного четверга, скажем так, завтра не ожидается. Они описывают процесс куда более сложный, постепенную такую эрозию или выветривание благополучия. Это можно сравнить с износом. Внешняя система выглядит вроде бы устойчивой, но внутренние ресурсы постепенно сокращаются. Именно поэтому политически эта тема непростая. Да, избиратель не видит резких изменений здесь и прямо сейчас, а значит реформы продвигаются медленнее. Вольфганг Хац, это президент Ассоциации баварских предприятий, призывает вернуться к принципам социально-рыночной экономики. Его посыл как бы ясен. Сама модель остается рабочей, но ее реализация со временем усложнилась именно из-за роста бюрократии и осторожного отношения к изменениям. Главный вывод исследования такой. Серьезный сигнал для правительства Мерца. Без заметной корректировки курса Германия рискует отставать от Соединенных Штатов Америки и Китая. Также под вопросом оказываются собственные цели в области климата, безопасности и социальной той же системы. Процветание не исчезает мгновенно, но может постепенно терять свою устойчивость до момента, когда стране становится сложнее поддерживать привычный уровень инфраструктуры и тоже качество жизни. Но я предлагаю также на этом не останавливаться и двигаться еще дальше от общих цифр к конкретным судьбам и границам. Эмиграция в Германию сегодня выглядит как сложный какой-то процесс с множеством условий, где правила могут меняться довольно быстро. Причины вы сами понимаете, геополитическая ситуация и санкции заметно усложняют обычный переезд, превратив его в непростую логистическую и даже юридическую задачу. Добавьте к этому изменения в политической повестке самой в Германии, темы контроля границ и миграционной политики звучат с каждым днем все чаще. Может показаться, что ограничения усиливаются, но давайте отбросим эмоции и посмотрим на реальные цифры и законы 2026 года. После того, как на смену коалиции светофора пришла большая коалиция, риторика Берлина действительно стала более жестче, но с важной оговоркой. Германия не закрывается полностью, она делает акцент на более точечное регулирование. Подход прошлых лет, ориентированный на широкий гуманитарный прием, сменяется более прагматичной моделью. Теперь в центре внимания не только поддержка, но и экономическая целесообразность. Германия сейчас напоминает такую крупную систему, которой остро не хватает рабочих рук.
Исследование фонда Бертельсмана показывает, чтобы экономика сохраняла стабильность, стране необходимо привлекать около 288 тысяч специалистов ежегодно вплоть до 2040 года. Это сопоставимо с населением среднего города каждый год. Поэтому мы видим условно разделенный подход. Первое. Для людей без оформленного статуса и части просителей убежища правила становятся намного строже. Расширяется список, скажем так, безопасных стран происхождения, обсуждается изменения в системе выплат, например, использование целевых карт, а административные процедуры стараются ускорить. Берлин дает сигнал, требования к основаниям для проживания становятся более четкими. Второе. Для профессионалов это условия, наоборот, упрощаются. Если у вас есть востребованная профессия, подтвержденный диплом или контракт с работодателем, шансы на легальный переезд остаются высокими. Ситуация выглядит сегодня контрастно. В публичных дискуссиях активно обсуждаются ограничения, а параллельно, вы видите, принимаются решения по упрощению признания дипломов и привлечению специалистов. В 2026 году миграционная политика все заметнее разделяется на разные направления с отдельными правилами для гуманитарных случаев и для квалифицированных кадров. Так что, если вы планируете переезд через работу или обучение, возможности остаются, и во многом они будут зависеть от вашей квалификации и выбранного пути, поскольку дефицит специалистов остается серьезным вызовом для всей экономики. Германия сейчас не просто формирует новые правила, она пытается встроиться в общий европейский тренд. Принятый в Европейском Союзе пакт о миграции и убежище задает направление для всей Европы, то есть контроль внешних границ усиливается, а ответственность за распределение миграционной нагрузки все четче закрепляется между странами. Таким образом, Берлин здесь уже не выступает в роли исключительно гуманитарного такого притягательного центра, а действует как прагматичный участник, адаптируясь к общеевропейским подходам. Но если для людей без оформленного статуса условия ужесточаются, то для квалифицированных специалистов сегодня в 2026 году действительно открывается, назовем так, окно возможностей. Давайте честно, чтобы сейчас переехать в ФРГ, нужно либо иметь высокую квалификацию, это так, либо востребованную практическую профессию. Самая напряженная ситуация – это в сфере здравоохранения, я вам об этом говорил. Германия стареет, и это подтверждается статистикой. Медсестер, специалистов по уходу и врачей активно ищут, и этот дефицит по прогнозам сохранится еще многие годы. Если вы работаете в медицине, ваши шансы на переезд значительно выше. Не менее остро стоит вопрос с инженерами и техническими специальностями. Поколение бумеров, которое формировало промышленную базу Германии в те 80-е годы, постепенно выходит на ренту, и заменить их в полном объеме пока сложно. Ну и, конечно же, стабильно IT-сектор, здесь спрос на специалистов по кибербезопасности и искусственному интеллекту остается стабильно высоким. Для тех, кто готов к переезду, сейчас работают два основных легальных пути. Первое – это Blue Card или голубая карта. Это вариант для тех, у кого уже есть контракт с немецким работодателем. Вы находите работу, подписываете договор и переезжаете. При этом существует минимальный порог дохода, то есть зарплата до вычета налогов должна превышать 50 700 евро в год. Для дефицитных профессий этот порог может быть ниже, но в целом это инструмент для квалифицированных специалистов. Второе – это так называемая карта возможностей. Это вариант для тех, кто хочет искать работу уже здесь, на месте. Контракт заранее не требуется, но действует балльная система. Учитывается ваш возраст, образование, знание немецкого или английского языка, а также предыдущий опыт проживания в Германии. При достаточном количестве этих баллов вы получаете временное разрешение на пребывание и возможность, соответственно, искать работу внутри страны. Важный нюанс. В 2026 года эта Германия стала быстрее рассматривать признание иностранных квалификаций. Напомню, если раньше подтверждение диплома могло занимать длительное время, то сейчас процессы стараются все-таки ускорить и приводить в цифровой формат.
Так что, если вы профессионал в своем деле, не стоит опираться только на тревожные заголовки. Германия по-прежнему заинтересована в специалистах, просто требования стали более четкими. Приоритет получают те, кто может быстро интегрироваться в рынок труда и внести свой вклад в экономику. И это еще у меня не все. Теперь от личных перспектив давайте перейдем к конкретному списку горящих так называемых вакансий, которые значительно повышают ваши шансы на трудоустройство в Германии. Проблема дефицита квалифицированных кадров в Германии давно вышла за те рамки экспертных дискуссий и перешла в плоскость государственной политики. Для тех, кто рассматривает свою возможность профессиональной иммиграции в 2026 году, ключевым ориентиром является именно официальный перечень. Это юридически закрепленный список дефицитных профессий, по которым нехватка специалиста признана на федеральном уровне. Для соискателей, чья квалификация соответствует вот этому вот списку, предусмотрены заметные упрощения процедур. В частности, может облегчаться проверка рынка труда и ускоряться получение права на постоянное проживание. Фактически, государство сегодня формирует приоритетные условия только для специалистов, способных быстро включиться в экономику страны. Анализ актуального закона о квалифицированной иммиграции выделяет несколько ключевых секторов с наиболее выраженным дефицитом кадров. Первое. Здравоохранение и социальная сфера. Спрос здесь носит устойчивый и долгосрочный характер, я вам об этом сказал. Речь идет не только о врачах общей практики или хирургах. В системе здравоохранения требуются и акушерки, физиотерапевты, логопеды и специалисты в области диетологии. Если у вас есть профильное медицинское образование и клинический хоть какой-либо опыт, ваши шансы на трудоустройство в Германии значительно возрастают. Инфраструктура здравоохранения от крупных университетских клиник до частных практисов испытывает повышенную нагрузку в связи со старением населения. Второе. Инженерные специальности и STEM-направления. Группа профессий МИНТ, математика, информатика, естественные науки и техника остаются основой промышленной модели Германии. Сегодня наблюдается дефицит инженеров в таких областях, как гражданское и промышленное строительство, электротехника и экологическое проектирование, химическая инженерия и горное дело. Для специалистов именно этих направлений установлены более гибкие финансовые требования при оформлении голубой карты. Это подчеркивает тот прагматичный подход, то есть привлечение квалифицированных специалистов остается важной задачей для поддержки конкурентоспособности немецкой экономики на всем мировом рынке. Список востребованных специалистов не ограничивается только медициной и промышленностью. В 2026 году Германия делала ставку на обновление городской среды, что вывело, кстати, в топ архитекторов, градостроителей и дизайнеров. В стране сохраняется высокий спрос на жилье. Правительственный план по строительству, напомню, 400 тысяч квартир в год, регулярно сталкивается с трудностями, в том числе из-за нехватки проектировщиков и экспертов по землеустройству. Если вы специалист в области городского планирования или экологического проектирования, ваш опыт востребован во многих муниципалитетах, которые пытаются совместить развитие своей инфраструктуры с климатическими требованиями Европейского Союза. Отдельный и один из самых динамичных блоков – это сфера информационных технологий. Здесь Германия стремится сократить отставание от Соединенных Штатов Америки и Китая, поэтому спрос на IT-специалистов остается стабильно высоким. Системные аналитики, администраторы сетей и разработчики программного обеспечения формируют основу цифровой трансформации экономики. И важно понимать, немецкий бизнес активно переходит на облачные решения и внедряет технологии искусственного интеллекта в производство. Поэтому эксперты по базам данных и кибербезопасности могут рассчитывать на конкретные условия и высокий уровень дохода. Сложная ситуация сохраняется и в образовании. Дефицит педагогов в Германии достиг уровня, при котором школы вынуждены оптимизировать даже учебные процессы. Остро сегодня востребованы воспитатели дошкольного образования, не хватает учителей-предметников, особенно в области точных наук и информатики. Сохраняется высокий спрос также на специалистов по работе с детьми с особыми потребностями.
В отличие от многих других стран, профессия учителя в Германии – это стабильный статус госслужащего с высоким, кстати, уровнем социальной защищенности, что делает этот путь привлекательным для тех, кто готов подтвердить диплом и уровень языка. Наконец, сегодня заметен спрос также и на управленцев с отраслевой специализацией. Речь идет не о менеджерах общего профиля, а именно о руководителях с опытом в сферах, проходящих через структурные изменения. Германия сегодня ищет директоров по производству и строительству, специалистов по логистике высокого уровня, а также управленцев в сфере здравоохранения и социального обеспечения. То есть фактически стране требуются специалисты, готовые брать на себя ответственность за работу больниц, детских учреждений и логистических центров в условиях нехватки кадров. Если ваш бэкграунд сочетает управленческие навыки и глубокое понимание этой отрасли, вы становитесь важным элементом системы, обеспечивающим ее устойчивую работу. Подводя таким образом итог, важно понимать, работа по специальности из списка тех дефицитных профессий – это по сути один из наиболее быстрых и, скажем так, упрощенных маршрутов в немецкой иммиграционной системе. В 2026 году разница между обычным переселенцем и востребованным специалистом стала особенно заметной. Пока одни проходят стандартные административные процедуры, другие могут использовать более ускоренные механизмы оформления. Первое и, кстати, самое ощутимое преимущество – это финансовое. Вы понимаете, для большинства тех, кто претендует на голубую карту, Blue Card, порог зарплаты в 2026 году составляет 50 700 евро, как я говорил. Для многих это достаточно высокий уровень, но если ваша работа официально признана дефицитной, планка, кстати, снижается до 45 934 евро в год до вычета налогов. Государство таким образом адаптирует требования под потребности своего рынка труда, что и позволяет специалистам, скажем так, среднего звена, инженерам и медикам соответствовать условиям этой программы. Второе. Это значительное упрощение самой процедуры, связанное с так называемой проверкой приоритетности. В стандартной ситуации, вы знаете, работодатель должен подтвердить, что не нашел подходящего кандидата среди граждан именно Германии или всего Европейского Союза. Однако для дефицитных профессий эта процедура более упрощена сегодня, либо не применяется в полном объеме. Это отражает реальную нехватку кадров в отдельных секторах. В результате сроки оформления могут сокращаться с нескольких месяцев до значительно более коротких периодов. Третье – это ускоренный доступ к постоянному виду на жительство. Для сравнения, в стандартной ситуации путь занимает около 5 лет. Обладатели голубой карты могут получить этот статус, я вам рассказывал в прошлом видео или позапрошлом, примерно через 33 месяца. При подтвержденном уровне немецкого языка B1 срок может сокращаться до 21 месяца. Это один из наиболее таких быстрых маршрутов получения долгосрочного статуса проживания в Германии при соблюдении всех условий. Если же вы приезжаете по новой карте возможностей, наличие дефицитной специальности увеличивает количество баллов в системе отбора. А это, соответственно, повышает шансы на получение разрешения на поиск работы и дальнейшее трудоустройство внутри страны. На этом у меня на сегодня все. Важно следить за актуальными списками востребованных профессий, внимательно проверяйте официальные требования и не полагаться на непроверенных посредников при оформлении документов. В Германии большое значение имеет именно корректно оформленный правовой статус, будь то рабочая виза или подтверждение квалификации. Спасибо за просмотр.